Well, let me first present myself. Позвольте прежде всего представиться. I'm a member of the Socialist Left Party in Norway. Я являюсь членом левой социалистической партии Норвегии. It's a party to the left of the Social Democrats. То есть это партия, которая стоит левее социал-демократов. We were in the same government as the Social Democrats from 2005 and for 8 years. С 2005 года вместе с социал-демократами мы входили в состав правительства последние 8 лет. But we lost the election in September last year. Но в сентябре прошлого года мы проиграли выборы. I will not go into Norwegian politics. Не буду углубляться в норвежскую политику. And if I had to comment on what Boris has said about the relation between Sweden and Norway, I think I would need 2 hours. И если вообще я взялся комментировать вот то, что, как говорил Борис, о связи между Швецией и Норвегией, то мне 2 часов бы не хватило точно. So I will not do that. Поэтому я уж не буду этого делать. A very short comment on what I've heard earlier today. Ну, очень короткий комментарий по поводу того, что я слышал сегодня в течение. Very many of the processes, austerity processes and the other processes going on are in principle the same in the West and in the East of Europe. Очень многие процессы, включая политику жесткой экономии, на самом деле одинаковые и в Западной, и в Восточной Европе. Принципиально одинаково. Because I would like to stress that they have the same quality but not the same quantity. Я бы хотел подчеркнуть, что они имеют одно качество, но разное количество. And that depends on Качественные характеристики одни, количественные другие, разные. That depends on the political situation, the national traditions, and the power relations, especially between capital and labor. И зависит это от национальных традиций, общего положения и взаимоотношений власти и влияния между капиталом и трудом. To simplify it to the very utmost, Чтобы предельно упростить картину. in the West and especially in the Northwest, in the Scandinavian countries, we have still an organized capitalism. В Западной Европе, особенно в северной части Европы, в Скандинавии, у нас организованный капитализм остается пока. And it's not only organized by the capitalists, but also by other societal forces. И организуется этот капитализм не только бизнес-кругами, не только капиталистами, но и общественными силами. While, as I said, to simplify it at the utmost, I think here in Russia, Ukraine, you have an unorganized capitalism. Ну и, как я говорил, упрощая картину до предела, наверное, я могу сказать, что в России, в Украине то, что есть, это неорганизованный капитализм. You have that kind of capitalism that the textbook in the Soviet period, the political economy, described. То есть у вас как раз капитализм такого рода, который был подробно и красочно описан в учебниках по экономике советской поры. Then I come to my text. Ну и сейчас я уже перехожу, собственно, к тексту моего выступления. But I have a good interpreter. Переводчик поможет. The policy of austerity in the European Union is explained and defended by mainstream politicians and economists as necessary for solving the present crisis.
Политика жесткой экономии, все связанные с ним меры оправдываются и объясняются основными политическими лидерами как необходимость, обязательный элемент для выхода из кризиса. In order, they say, in order to get out of the large debt, public and private debt, in many countries, and getting rid of the deficits in the public economy, the governments must spend less and earn more. Все они говорят, для того, чтобы выбраться из этой огромной задолженности, и государственной, и частной одновременно, во многих странах, и избавиться от дефицитов в экономике государства, правительства должны тратить меньше и зарабатывать больше. This simple theory, which is true at a household level, И вот эта простая теория, которая совершенно применима и хорошо действует в домашнем хозяйстве, за 5,5 лет кризиса в Европе показала себя совершенно несостоятельной и неработающей. Before I turn to the present day crisis, I will say something about the banking crisis in Scandinavia in the early 1990s. Прежде чем я буду говорить о нынешнем кризисе, я бы хотел сказать несколько слов о кризисе банковской системы в Скандинавии, который разразился в 90-е годы. The neoliberal Minister of Finance in Sweden, Anders Borg, has several times stated that austerity helped Sweden out of this severe crisis, and that the Swedish austerity policy should serve as a model for all crisis countries in Europe. И неолиберальный министр финансов Швеции, Anders Borg, несколько раз говорил, что именно меры жесткой экономики помогли Швеции в ту пору из кризиса выбраться, кризис преодолеть, и что вот эта жесткая экономия, избранная тогда шведским правительством, должна служить образцом, моделью для любой европейской страны, оказавшейся в кризисной ситуации. So let me use Sweden as an example. Although the situation were very much the same in all Scandinavian countries. Вот позвольте мне Швецию избрать в качестве примера, хотя ситуация сходна во всех скандинавских странах. The financial sector in all these countries was liberalized in the 1980s. Во всех скандинавских странах банковский финансовый сектор был либерализован в 80-е годы. And capital control of cross-border capital movements were discontinued. И контроль капитала, пересекающего границу государства, практически прекратился. This led to capital inflows, increased consumption and investment, ending in a huge housing and construction bubble. И это привело к огромному притоку капитала, повышению росту потребления и инвестиций, создав в итоге такой огромный пузырь в системе жилищного и другого строительства, промышленного гражданства. When the bubble burst, there were capital outflows, widespread bankruptcies, declining investment and falling employment. И вот когда этот мыльный пузырь лопнул, капитал потек в другую сторону, капитал начал выходить из страны, череда банкротств, сокращение инвестиций и падение уровня занятости. The Swedish gross GDP, Italian Russian afterwards. The Swedish GDP fell for 3 consecutive years. The unemployment rate increased from 2% in 1990 to 11% in 1993. Что получилось? ВВП в Швеции 3 подряд года сокращался. Уровень безработицы с 2% в 90-м году вырос до 11% в 93-м.
in difference from what happened in the present crisis throughout Europe, the banks were allowed to go bankrupt. Отличие от современного, нынешнего кризиса в Европе финансового состоит в том, что банкам никто не мешал банкротиться. And they were taken over by the state with zero compensation to shareholders. То есть банки банкротились, они национализировались, то есть их прибирало к рукам государства, выплачивая ноль компенсации всем акционерам этих учреждений. And not only in Sweden, but also in Norway Не только в Швеции, но и в Норвегии and Iceland. и в Исландии. The Swedish recovery was quick. Шведская экономика восстановилась быстро. GDP growth was rapid, Опять установился быстрый рост ВВП, and the banking system was recapitalized already in 1994. и уже в 1994 году вся банковская система была оздоровлена и рекапитализирована. Budget deficits were quickly eliminated. Государственная задолженность очень быстро была погашена, то есть бюджетным дефицитом проблему решили быстро. Everything in this story is in clear contrast to what is going on in crisis countries in Europe today. И если посмотреть на эту ситуацию, она является диаметрально, по сути, противоположной тому развитию кризиса, который мы сегодня наблюдаем в Европе. What is different? В чем же эти различия? Sweden was in a situation fundamentally different from the situation of crisis countries in Europe today. То есть Швеция находилась в положении, которое фундаментально, принципиально отличным является от положения стран Европы, которые этим кризисом поражены сегодня. 3 points. 3 момента. The Swedish currency used to be pegged to dollar, and when it was unpegged, the krona, the Swedish currency, lost 20% of its value. То есть шведская валюта была привязана к доллару. И когда ее отвязали, шведская крона девальвировалась на 20%. This meant that Swedish products and services became more competitive, both abroad and on the internal Swedish market. И это моментально сделало всю шведскую продукцию более конкурентоспособной, как на международном, так и на внутреннем рынке в самой стране. The European Union countries most hurt by crisis today are all members of the EU currency union. Страны Евросоюза, которые сейчас наиболее сильно от кризиса страдают, они все являются членами еврозоны. They are stuck with the euro. Они на евро завязаны жестко. Second point, Второй момент, and more important, более важный. Sweden was in crisis in the early 1990s, Швеция переживала кризис в начале 90-х. but the world economy was expanding. Но на ту пору мировая экономика росла очень динамично. This led to an export-led recovery for all Scandinavian countries. И вот это вот состояние мировой экономики позволило скандинавским странам очень быстро свою экономику восстановить именно с ориентацией на экспорт своей продукции. There are no possibility for an export-led recovery for European crisis countries today. И в этой возможности восстанавливать, оздоравливать свою экономику за счет наращивания экспорта у нынешних европейских стран нет. They all try to improve their competitivity by austerity policies. И они все стараются изо всех сил свою конкурентоспособность на международном рынке повысить именно за счет мер жесткой экономии. Which means to make the national market smaller. И это означает сужение национального рынка, внутреннего рынка. So do all EU countries. Поэтому все страны Евросоюза, Therefore, all export markets in Europe are getting smaller.
То есть все экспортные рынки Европы, они становятся меньше и меньше. Third point, not that important. Третий момент различия ситуации со Швецией не столь важный, наверное. It is true that the Swedish government at the beginning of the crisis pushed through heavy austerity measures. Действительно, шведское правительство в самом начале кризиса продавило очень жесткие меры по экономии бюджета. But then they changed. Но потом политика поменялась. The government started to let fiscal deficits increase to get unemployed workers employed. И правительство начало наращивать государственный долг для того, чтобы дать работу безработным. My conclusion, Вывод, к которому я прихожу. austerity policy in a small country when all its export markets are expanding can be a good solution. Политика жесткой экономии в маленькой стране, когда вокруг нее экспортные рынки расширяются и чувствуют себя хорошо, может быть неплохим решением. It is not the solution when all countries turn to austerity at the same time. Но вот когда все страны одновременно пускаются во все тяжкие, реализуя одну и ту же политику жесткой экономии, она не срабатывает. Let me say something about the Norwegian situation. Ну и несколько слов позвольте мне сказать о ситуации в Норвегии. If I had been invited to talk about austerity measures in Norway, Если бы меня в Норвегии пригласили поговорить на тему жесткой экономии, I would probably have either to cheat Boris or not arrive. мне бы пришлось, наверное, как-то или Бориса обмануть, или не приезжать совсем. I quote the last OECD report. Я цитирую последний доклад, подготовленный ОЭС. Norway's economy has continued to prosper with continued growth in average incomes, low inequality, low unemployment and low inflation. Но экономисты подсчитали, The price for the shares that the state sold were so high that the state так высоко котировались акции, and Norwegian taxpayers came out with a profit from the banking crisis. так высоко котировались акции, что нельзя было их просто продать, и норвежские налогоплательщики, они, по сути, получили изрядную в этом смысле прибыль от реализации государства этих акций. That is what I call organized capitalism. Вот то, что я называю организованный капитализм. Thank you.